Часто люди находят бездомных животных и помогают им. Именно неравнодушный человек способен сделать многое для окружающего мира. Так, безусловного внимания заслуживает история о мужчине из Забайкальского края России, который спас пушистых малышей. Как-то утром фермер, обходя свои небольшие владения, услышал жалобный писк, который доносился из сарая. Заглянув туда, он увидел в углу 4 пушистых слепых котят, которые плакали от голода, холода и страха. Нигде поблизости не было вида нерадивой мамаши. Она либо бросила малышей на произвол судьбы, либо погибла. Фермер понаблюдал некоторое время, не вернется ли кошка-мать, но к котятам никто не спешил. Тогда он подошел ближе, чтобы осмотреть малышей и перенести их в дом, но заметил неладное. Котята не были похожи на обычных детишек домашней кошки. Они имели другую структуру шерсти, строение тела их тоже отличалось от привычного. Фермер понял, что эти малыши никак не могут быть потомками обычной кошки. Мужчина связался с представителями расположенного неподалеку даусского заповедника. Прибыв на место, специалисты определили, что котята эти манулы. Это дикие хищные кошки. Котятам начали искать суррогатную мать из недавно родивших домашних кошек. Таких оказалось 2, и обе они не отказались воспитывать малышей. План состоял в том, чтобы обеспечить детенышам должный уход и реабилитировать их, пока они не будут готовы к возвращению в дикую природу. Спустя некоторое время котята начали проявлять самостоятельность и уже не нуждались в заботе взрослой кошки. Специалисты приняли решение вернуть их в естественную среду обитания на базе заповедника. Фермер мог бы получить немало денег, когда узнал, кого он нашел на самом деле, так как оказалось, что есть немало желающих иметь у себя дома такое животное. Ему предлагали продать котят, предлагая за каждого по 100 тысяч рублей. Хотя многие знают, что когда манулы вырастают, то начинают дичать, и они вообще не приспособлены жить в помещениях. Однако это не пугает многих людей, так как они все равно ради престижа хотят иметь дома экзотических животных. Однако так поступить мужчина не смог. Крупные денежные цифры, которые ему предлагали за котят, для него менее важны, чем жизнь братьев наших меньших. Он сам вырастил котят, и заработать на них денег не позволила совесть. Коты теперь находятся в заповеднике, где постепенно адаптируются к диким условиям, и сейчас они уже отлично себя чувствуют, и, надеемся, проживут долгую жизнь в привычной им среде. Далеко не каждый поймет фермерского поступка, однако то, что сделал мужчина, вызывает уважение. Он не захотел поступать подло. Поступок фермера заслуживает уважения и должен стать примером для многих. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!